Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы и огородники. В этом видео я вам хочу рассказать свое мнение по такому вопросу, который недавно возник в одной из моих бесед с коллегами, садоводами. Мне задали такой вопрос, точнее, я услышал такое утверждение от них, что вот чем больше зимой снега, тем лучше для растений. И сегодня я вам расскажу свое мнение по этому поводу, основанное на моем многолетнем опыте выращивания различных растений, в том числе цветочных культур, роз, гортензий, других растений и особенно культур плодовых, таких как ежевика, малина, виноград, ну и другие растения. Хорошо ли, когда снега много? Чем больше снега, тем лучше. Правильно ли такое утверждение? Вот, по моему мнению, это утверждение неправильное. И основываю я свое такое мнение вот на каких моих наблюдениях, которые я сделал за свой многолетний опыт выращивания различных растений. Начну с растений, таких как туи. Вот большое количество снега очень часто ломает эти растения. У них изначально не такие сильные и мощные ветви, как, допустим, у растений хвойных, таких как сосны и ели. Вот туи часто снег ломает, потому что они все-таки пришли к нам из более теплого климата, где нет такого большого количества снега. Забыл вам сказать, что я нахожусь в Московской области, и в этом году у нас снега выпало рекордное количество. Сейчас уже январь заканчивается, и у нас снова начинаются снегопады. Вот я думаю, скоро уже пойдет снег, тучи сгущаются, и у нас его уже вот на данный момент в районе, где я нахожусь, примерно около полуметра. Это в поле. А в местах, которые ближе к заборам, где бывает метель наметает сугробы, там и большее количество. Так вот, страдают туи, у них часто обламываются ветви, и они, конечно, не погибают, но это большое количество снега, вот эти снегопады приносят вред для этих растений. Пострадать могут также и яблони, груши, когда мокрый снег налипает на ветви, часто они зимой обламываются, это тоже плохо. Очень часто вы можете наблюдать такой эффект, как весеннее усыхание побегов на розах и на ежевике. Часто такое наблюдается, когда большое количество снега, он прикрывает землю, весной медленно тает, побеги при этом остаются открытые, а вот почва не успевает вовремя и быстро отогреться. Почва продолжает оставаться замерзшей. При этом снега уже нет, а погода теплая, припекает солнышко. Это уже в наших широтах начало апреля, середина апреля, в зависимости от погоды. И вот в этих условиях происходит иссыхание побегов, особенно если розы и ежевика не укрыты. Побеги начинают работать как бы уже на рост, начинается сокодвижение, а вот корни еще не проснулись, так как они находятся в замерзшей зоне. Происходит дисбаланс, побеги усыхают, так как корневая система еще не отогрелась, не работает, и происходит гибель и засыхание побегов. Такое явление часто происходит на розах и без шипа ежевики, которые я уже давно выращиваю. Я такое явление показывал в одном из своих роликов. Меня часто спрашивают, почему так происходит. И это вот одна из причин, почему засыхают побеги в зимний период. Ну, конечно, если они не повреждены морозами. В этом случае желательно, конечно, снег убирать. Я вам сейчас такие вещи рассказываю. Просто нужно очищать снег с грядки, где вы выращиваете розы. Если розы у вас не укрыты и находятся под большим слоем снега, я рекомендую снег обязательно все-таки по возможности почистить. То есть приехать пораньше на дачу, более ранний период, и убрать снег. Тогда вы повысите шансы того, что ваши растения будут лучше расти, стартовать весной. Вот помните об этом. Сколько нужно снега, чтобы перезимовали хорошо растения? Вот вы удивитесь, в наших широтах, где
Вот в Московской области, где морозы у нас редко когда превышают 30-градусную отметку, такое, конечно, бывает, но на короткий период нам достаточно в нашей местности всего лишь 30, ну максимум 40 сантиметров снега для того, чтобы хорошо перезимовали растения. Слой снега в 10 сантиметров способен защитить растения практически от самых сильных морозов в наших широтах. Конечно, в более северных регионах, где морозы достигают 40 и даже ниже градусов, там действительно работает такое утверждение, что вот побольше снега, тогда растения будут лучше укрыты. Но там и растения не все растут, там особая агротехника нужна для того, чтобы их верно выращивать. И, конечно, нужно укрытие для таких растений, как розы, крупнолистные гортензии, виноград, бесшипа ежевика – это те растения, которые все-таки нуждаются в укрытиях, конечно. Большое количество снега может поломать такие кустарники, как малина, у которых тонкие побеги, налипает мокрый снег. Если побеги длинные и они не имеют опоры, то они очень легко ломаются под толстым слоем снега. Ну и, конечно, когда выпадает большое количество снега, очень часто происходит поломка теплиц, то есть продавливание крыши из поликарбоната. Все это дело под большим слоем снега проваливается, рушится, как поликарбонат разрушается, так гнутся и дуги, вот эти арки, которые держат саму теплицу, которая является каркасом теплицы. Каркас также ломается под большим и толстым снегом. Чаще всего разрушаются теплицы, у которых обычная стандартная вот эта полукруглая форма ангара. Приходится с таких теплиц снег чистить, чтобы они не поломались. Ну и, конечно, страдают теплицы, у которых плоская крыша. Меньше всего подвержены разрушению теплицы, которые имеют острую кровлю. Их еще называют формой в виде капельки. Такие теплицы вы часто можете наблюдать. Они есть практически у каждого крупного производителя теплиц. И если в вашем регионе зимой выпадает большое количество снега, конечно, я рекомендую вот именно теплицы в форме капли. Их просто можно практически не чистить, снег с них легко скатывается за счет того, что форма у них очень такая как бы острая, большие острые углы, по которым легко самостоятельно под собственным весом сползает снег. Но если у вас теплица арочной формы, то тогда, конечно, вам придется следить, регулярно приезжать на дачу и очищать с крыши теплицы снег. Большое количество снега, и это плохо. Снега должно быть достаточно, но, к сожалению, мы не можем регулировать то количество снега, которое сверху на нас падает, поэтому мы с этим процессом смиряемся, мы к этому готовимся, покупаем хорошие лопаты, хорошую снегоуборочную технику и занимаемся очисткой снега. Я вооружился лопатой, сейчас буду чистить снег на своем участке. Всем большое спасибо за просмотр, хороших вам урожаев!